Здравствуйте, в студии Вестника Кавказа Сергей Рекида. И сегодня у нас в гостях необычный и очень интересный гость, известный российский музыкант, автор и исполнитель собственных песен Павел Кашин. Добрый день, Павел. Добрый день. Перед началом разговора о вас и о вашем творчестве я хотел бы задать такой вопрос. Как вы сами определяете жанр собственной музыки? И вдогонку сразу к первому вопросу, может быть, уже ставший банальным вопрос. Как вы считаете, существует ли такой культурный феномен, который получил название «русский рок»? И относите ли вы себя к этому направлению? Ну, в мире есть много ответвлений от главных рок и поп-музыки. Это, например, world music, либо club music. Это то, что не является не рок. Ну, наверное, то, что в России называется рокопопом, хотя к world music, club music относятся такие, как Чезаре Уора, Ник Кейв, Том Уэйтс, Мишель Шахт, то есть, наверное, independent music. Вот. И, наверное, вот если бы у нас было такое название, то к нему бы я относился, наверное. Можно было бы называть это шансоном, если бы Блатняк не присвоил себе это красивое слово. Но многие российские рок-музыканты считают, что, в частности, коммерциализация музыки, она только вредит творчеству и отрицательно совершенно воздействует на творчество. Вы согласны с этим мнением? Я думаю, что все обобщения страдают исключением. Я думаю, что талантливым людям ничего не вредит, а бездарным вредит все. И вы не видите угрозу коммерциализации? Абсолютно. Я думаю, что я знаю богатых, талантливых людей, которые действительно добиваются каких-то высот именно в искусстве, и видел и богатых, и бедных, которые ничего в нем не добиваются. Тогда такой вопрос. Вот это направление в музыке, independent, или как у нас называют там рок, русский рок, как вы считаете, с тех пор, как он появился, он претерпел какие-то существенные изменения, допустим, с 80-х годов, когда был такой расцвет этого направления, до сегодняшнего времени? Ну, он претерпел свои изменения в том смысле, что просто стало меньше представителей его, наверное. Обязаны мы ему, наверное, Высоцкому, потому что он задрал эту планку, где дальше невозможно стало как-то совсем уж тупые стихи писать для своих песен. А другим странам так не повезло, надо сказать. И та вольность в сочинении стихов, которая существует во Франции, в Англии, в Америке, мне она дика. И я сейчас слышу, что молодые ребята совершенно поют в этом стиле и очень много внимания уделяют именно лирике. Вы считаете, что песни, лирика и текст этой песни имеет особое значение? Я думаю, что в России без красивых текстов песня не имеет особого смысла. У нас даже народные песни, они лиричные и несут больше смысла, чем народные песни других стран. То есть это отличительная черта все-таки русской музыки, акцент на тексте? Я не знаю, может быть, это русский язык к этому ведет и способствует. Почему-то действительно русские писатели очень ценятся, имеется в виду прошлых веков. Может быть, в русском языке что-то заложено, я в этом еще не разобрался. Перейдем, собственно, к вашей творческой карьере. Хотелось бы узнать, как вы начинали свой творческий путь. Был ли это каким-то спонтанным процессом, или вы, может быть, с детства всегда представляли свое будущее как музыкант? Я в детстве понял, что когда меня взяли во дворец пионеров играть на бас-гитаре, я понял, что лучше быть одним из 4 на сцене, чем одним из сотен под сценой, и дальше всю свою жизнь посвятил тому, чтобы не зарабатывать себе на жизнь общепринятыми средствами, как хождением в офис и все прочее. Мне повезло, мои родители меня отдали в школу музыкальную,
потом повезло, я, не будучи гениальным музыкантом, поступил в музыкальное училище чудом каким-то. Вот. И, в общем-то, всю жизнь понимал, что нужно изобретать свою профессию, сочинять свои песни, которые владели бы своей собственной публикой. И, в общем-то, наверное, мое упорство. В Петербург, когда я приехал, просто еще стечение обстоятельств, потому что мои песни нравились нескольким людям, и мне мой товарищ подарил 800, по-моему, долларов, и я на них снял первый свой клип «Город», и он стал популярен без всяких вложений в него. В общем, эффект чуда присутствовал. Но ваша творческая карьера, как вы ее сами, по крайней мере, определяете, началась с вашего участия в проекте «Духи» или еще раньше? Да нет, с Духами мы 2 года играли концерты, за которые не получили ни рубля денег, по-моему. В Духах, наверное, я осознал, что такое петербургский, тогда ленинградский рок, потому что я только приехал из Казахстана, и, наверное, нужно быть благодарным Духом за то, что я просто 2 года варился в этой атмосфере. И вот, кстати, многие говорят о именно ленинградском или петербургском роке. В чем, на ваш взгляд, отличие его от всего остального российского или того же московского? В Петербурге есть, в музыке существует некая большая реалистичность, граничащая с депрессией. Ведь реальность, она действительно депрессивна. Будда об этом говорил тоже неоднократно. И если посмотреть на Гребенщикова, на Кинчева, на Шевчука, очень сложно представить, чтобы они пели о том, как все чудесно, как нужно улыбаться друг другу, хотя я согласен, что нужно улыбаться друг другу, но просто больше реалистичности. В Москве искусство где-то тяготеет к тому, чтобы забудь о том, что не так, нужно вот сейчас хорошенько повеселиться. Вы себя все-таки определяете как музыканты, которые занимаются музыкой, в сугубо таком российском жанре, русском, с акцентом, как вы сказали, на тексты. Скажите, в чем были причины того, что вы уехали в США в свое время? Сначала я не уехал, я бы сказал, поехал в Англию, потом я поехал в США. Я думаю, что нужно найти хотя бы одну причину, почему это не нужно было сделать. Я родился в стране, откуда нельзя было выезжать. И когда открыли границы, по-моему, любой человек, которому позволено выехать, должен поехать и попробовать, что это такое. Кто бы ни сделал на моем месте, это просто если надо этого человека спросить, если он есть такой, почему он не поехал бы. И какие были первые впечатления от нового мира? Там все другое, естественно. Лондон, потом Америка, конечно, имеет больше различий даже с Англией, чем мы с Европой. Там все абсолютно другое, и культурный шок, и я опять-таки нечаянно поступил в университет изучать английскую американскую поэзию, и надо сказать, что изучение языка, тем более именно в поэзии, оно дисциплинирует и в русском языке, и я очень благодарен тому периоду, когда жил там. Вы не раз говорили, что пребывание в США, в частности, привело к некоторой переоценке ценностей. Вот можете подробнее рассказать об этом? Что вы имели в виду? В общем, у Экзюпери было все очень коротко сказано об этом. Там лисенок говорит принцу: ты с другой планеты, ух ты, как интересно, а у тебя там есть охотники? Нет, у меня нет там охотников. Ух ты, как интересно, а кур у тебя есть? Нет, у меня нет кур. Нет в мире совершенства. Просто я осознал, что да, везде люди со своими бедами. Мне причем повезло, мой друг в Лос-Анджелесе, он знает самых больших звезд Лос-Анджелеса, причем не просто знает, а является другом их. И я бывал в домах этих людей, и я
не увидел, что они счастливее, чем наши звезды, скажем так. Поэтому, ну, чтобы узнать по-настоящему правила игры в этом мире, лучше посмотреть правила во всех ее уголках. Сейчас я просто пишу свои песни с осознанием того, что, ну, с большей реалистичностью, наверное, опять-таки. Когда вы познакомились с теми правилами игры, это не вызвало какого-то разочарования ввиду того, что вы представляли одну картину этого мира, а в итоге оказалась она не так хороша или наоборот? Естественно, весь мир – это череда разочарований, и Америка в каком-то смысле – это очень много разочарований. А сейчас у меня в Москве очень много друзей англичан-американцев, которые живут здесь очень долго, и они не собираются возвращаться в свои страны, потому что там Лондон, который они покинули, и Нью-Йорк, который они покинули, уже не являются тем Лондоном и Нью-Йорком, которые они любили. Они населены людьми, не являющимися не только англичанами и американцами, они населены беженцами со всех третьих стран, и понятно, что нужно говорить о мире, во всем мире, но реально жить невозможно среди чужой среды. Они живут в Москве и радуются тому, что они спускаются в метро, и вокруг белые люди. И я понимаю, что там пришел намного больший кризис, чем у нас. А если вернуться опять к музыке, то влияние той зарубежной музыки, оно было вот это влияние какое-то? То есть те альбомы, которые вы написали после этой поездки, они впитали в себя это влияние? Я думаю, что нет, потому что как я учился на народном отделении в музыкальном училище, и как я, в принципе, где-то воспитан был на народных песнях, так все это осталось. Ничего я особенно такого не заметил. Мне, наверное, ближе, если говорить о западной музыке, мне сейчас больше интересны французские, наверное, какие-то артисты, чем английские, американские. А сейчас больше нет желания уехать на несколько лет за рубеж? Или, может быть, наоборот, на восток, если вы хотите познакомиться с... Нет, на восток меня вообще не тянет. Я с удовольствием провел бы какое-то время в Париже, в Венеции, в Лондоне. В Лондоне не знаю, потому что он действительно очень сильно изменился. Ну вот, наверное, Париж, Венеция.